Всем привет! На связи Академия покера. Как часто вам приходилось собирать роял флэш или хотя бы наблюдать за тем, как эта комбинация выпадает у ваших соперников? Можете поделиться своим опытом в комментариях. Наверняка все знают, что эта сильнейшая рука в покере выпадает крайне редко, и далеко не все опытные покеристы собирали ее хотя бы однажды. Именно поэтому раздачи с королевским флешем вызывают повышенный интерес. В этом видео как раз и будет рассмотрена раздача с тритон покера, закончившаяся сбором заветной комбинации. Повышает интригу тот факт, что флоп раскладывался 2 раза, а в банке находилось более 550 тысяч евро. Итак, раздача начинается с того, что Као в шутку просит называть себя скалой. Всем понравилась эта идея, а Кейтс даже придумал новый стиль игры – как скала. Французская скала делает рейс 26 тысяч евро с разномастными туз-10 скотов. Пол Фуа с одномастными дама 10 калирует на позиции дилера. Кейтс говорит, что собирается сыграть свою плохую руку против скалы. Хотя у самого карманная рука лучше, чем у Руи Као, так как его туз и 10 имеют одну масть. Поэтому он уравнивает ставку. Никита с бубновыми король и валет раздумывает, стоит ли ему колить. И решает в результате просто запушить. Вот это настоящая скала, подшучивают над ним оппоненты. В середине стола уже очень много фишек. После пуша Никиты пот увеличился до 346 тысяч евро. И если все сфолдят, то белорус выиграет довольно большой банк. Получается около 90 тысяч евро чистого профита. Зачастую игроки не могут распознать блеф оппонента, хотя побеждать без этого невозможно. Еще сложнее понять, переоценивает соперник свою руку или у него действительно сильная комбинация. Подробнее узнать о том, как грамотно определять силу руки вашего оппонента, можно на курсе ProCash 3.0. Кстати, наш спонсор оплатит обучение стоимостью 9900 рублей вместо тебя. Да-да, это не блеф. В курс входит 9 полезных видеоуроков, 2 групповые тренировки и 1 индивидуальное занятие с профессиональным тренером. Поторопись, количество мест ограничено. Ссылка на курс в описании. Бодяковский поднимает бокал за удачный флоп. Пол Фуа после продолжительных раздумий все же выбрасывает свою руку. А Кейтс рассуждает. Раз даже скала сбрасывает, наверное, я тоже смогу сфолдить. Но все же он не спешит сдаваться. Какая разница, я калирую. С такими словами Джанглмен уравнивает ставку Никиты. Бодяковский предлагает разложить 2 флопа. Кейтс соглашается. Никита спрашивает у Даниэля, зачем тот закалировал. В смысле зачем? Конечно, я за Коли, а ты что думал? Отвечает Кейтс. Никита уточняет у Пола, был ли у него туз. Фуа говорит, что не было. Теперь Кейтс обращается к белорусу. «Зачем ты пушил?» «Я просто рискнул», признается Бодяковский. На флопе открываются пиковые 10, 7, 9, а восьмерка на терне закрывает стрит Никиты, и он выигрывает полбанка. Второй раунд начался очень удачно для Бодяковского. У него трипс королей и 93% на победу. Однако червовая дама на терне улучшила руку Кейтса до флэш-дро, а у Никиты фулл хаус. Эта игра проходит по правилам безлимитного холдема с короткой колодой, поэтому флэш бьет фулл хаус. А значит, шансы на победу Джанглмена увеличились.
很有机会啊，曹斌没有他的，我又没有他的。 Вау, на ривере открывается червовый валет, и он приносит Кейтсу Royal Flash. Такой редкой комбинации радуется даже Бодяковский. Хотя только что он упустил возможность выиграть вторую половину банка, а это 276 тысяч евро. Конечно, в холдеме 6+, королевский флеш чаще выпадает, чем в покере с 52 картами, но это по-прежнему крайне редкая комбинация. Кстати, ты тоже можешь получать от любимой игры не только яркие эмоции, но и хороший профит. А поможет тебе в этом обучение на ProCash 3.0, которое полностью оплатит наш спонсор за тебя. Подробности ищи в описании под этим видео.